Ну, я знаю, что ты красивая. И нам снимать надо. Юлечка. Юля. Юля спит. Можно я сяду? Спасибо. Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам орхидеи, которые мне прислали из Краснодара в подарок, но я попросила те орхидеи, которые нужно реанимировать. И 5 из 10 таких орхидей мы присвоили с вами номера. Вот их я и хочу сегодня вам показать. Это видео можно назвать «Потери и сюрпризы». Давайте начнем с потери. Вот этой орхидеи мы не присваивали номер. Здесь не было ни листьев, ни практически корней. Я говорила, что я не буду вытаскивать ее из стаканчика. Я ее полила, и моментально усохли все корни. Причем они усохли так, что веломен весь высох, и корень стал ломкий. С этой орхидеей ничего не получается и уже не получится, потому что и стволик у орхидеи стал весь сухой и ломкий. Точно так же, как и корни. Поэтому с этой орхидеей придется расстаться. Сюрприз в конце видео. А 4 орхидеи меня порадовали. Это орхидея номер 1. Она была прислана в самом лучшем качестве. Какие же у нее произошли изменения за 3 недели? Почему я говорю, что за 3 недели? Потому что видео снимается по порядку. Распаковка, обработка. И обработка была сделана на 3-е сутки. Но видео выходит с задержкой. Поэтому я и говорю, после первой обработки прошло 3 недели. Давайте смотреть, что же произошло с этими орхидеями. Самая лучшая орхидея начала доращивать лист и понемногу раскукливать и начинать растить корни. Все отлично, все идет по плану. Вторая орхидея. Корешки появились новые. От старых, черных. Они еще очень маленькие. Вот корешок. Хочется показать эти малюсенькие корешки, как она начинает понемногу растить корни. Вот с этой орхидеей была проблема. Вот на этом листе были бугорки. Наблюдала за этими бугорками. Бугорки не увеличиваются, поэтому обработок никаких не делаю. Но она начала растить листочек новый, молодой. С орхидеей номер 3 мы сейчас немного поработаем. У этой орхидеи было много гнилых корней. Вот их видно, они здесь так и остались. Какие-то корни я убирала, какие-то оставляла. Роста корней пока не наблюдается, но начал расти молодой лист. И нам нужно дать возможность расти этому листу. Снизу был совсем сухой лист, и нужно его убрать, чтобы он не мешал росту нового листика. Как же это сделать? Я уже надрезала старый лист, видите, разрезала на несколько частей.
Но мне нужно вот здесь постараться вот эту часть убрать. Именно она мешает. Ну, давайте начнем с краю, потом перейдем к середине. Видите, здесь тоже был лист. И он тоже сломанный. Но он не засыхает. Это продолжение этого листика. Поэтому мы сейчас вот так аккуратно вот эти сухие части уберем. Если до живого немножко оторвали, то вот эту живую часть надо обработать перекисью водорода. Буквально капелькой. Ну давайте я не буду дорывать там и дорезать все это до живого, а вот так срежу сухие части этого листика. И очень аккуратно уберу ту часть, которая мешает расти этому молодому листу. Вот так. Отогну. А теперь обрезаю. Так можно оставить, только не забыть обязательно обработать перекисью водорода. Вот здесь маленькую капельку. Маленькую капельку перекиси именно на эту живую ткань. А этот сухой лист тоже мешает росту корней. И эту сухую часть, также разрезая на мелкие фрагменты, будем удалять. Давайте я уберу это пока. Нужно придержать орхидею для того, чтобы она не выскакивала из стаканчика. И убираем по росту листа. Разрываем в разные стороны от середины листа. Причем начинаем не отсюда, не от середины, а убираем с краю. Здесь еще придется сделать один надрез. И еще один надрез. Вот эта часть пойдет в одну сторону, а вот это в другую. Вот мы освободили место для роста корней. У меня есть еще один пинцет, но он очень острый, и им работать нужно крайне аккуратно, не уколов орхидею. Здесь осталась тонкая пленочка от этого листа. Но тонкую пленочку корень, я думаю, пробьет, прорастет. А вот такие сухие чешуйки молодому корню очень сложно пройти и начать расти. Вот так. Оставляем эту орхидею растить дальше корни. И пусть продолжает растить листик. Орхидея номер 4 была самой проблемной. У нее не было корней. При распаковке мы увидели, что на оставшихся сухих корнях была плесень. Весь веломин с плесенью я убрала. Не стала ее сильно распушать, из-за того, что у меня стаканчик этот немножко больше. Все оставила как есть, только немного
приложила мха к шее. Даже вот на эти тяжи, которые остались. Что происходит с этой орхидеей? У нее слегка желтые листья. Но вот здесь на шее появилась маленькая точка, из которой вполне возможно скоро появится корень. Плесени больше нигде не появилось. Обработок я никаких, кроме того, что протерла листья зеленым мылом, я не делала. Все эти 10 орхидей постараюсь показать вам без химических обработок. Вот как получится, так и получится. Пока все получается. Теперь я уберу эти орхидеи и принесу орхидею с сюрпризом. И с сюрпризом оказалась орхидея номер 5. Прошло 3 недели. Орхидейка... Комарики все равно летают. Орхидейка восстановила тургор. И при очередном поливе я с такой радостью увидела мучнистого червеца. Вы себе даже представить не можете. Видео о мучнистом червеце у меня вышло более 3 лет назад. И за это время не появлялось никаких мучнистых червецов. Ну, по крайней мере, на моих орхидеях. Не было ни при покупках, ну а уж дома тем более. И я увидела его. Очень часто спрашиваете, а вот у меня в пазухе листа появилось что-то беленькое, я разобраться не могу, микроскопа у меня нет. Так вот, когда в пазухе листа появилось что-то такое беленькое, это точно мучнистый червец. Давайте наведем камеру и покажем вам. Он там крохотный. Вот он в пазухе листа. Какие признаки, когда появляется мучнистый червец? Вот только вот здесь, вот этот кусочек, он в мелких липких каплях. Но на камеру это не передастся. Я это сама вижу. Это только обозначает одно, что какие-то маленькие червецы ночью гуляют по листику. Но, видимо, раз капель там дальше нет, гуляют они недалеко. Так вот, как же избавиться от этого зверя, не применяя химикатов? Я это делала уже не один раз. Но раз я орхидеями занимаюсь 20 лет, то мучнистые червецы, конечно, попадались и не раз. И когда не было препаратов, я это делала вручную. Мучнистые червецы из щитовки прекрасно убираются механическим путем. Я тоже возьму очень остренький пинцет и аккуратно сейчас его достану. Я прямо его усики вижу. Но, может быть, все равно раздавится, потому что он мал. Вот он, красавец. Давайте на каком-нибудь темном фоне его покажу. Вот такой крохотный. Кажется, что это маленький кусочек ватки. А нет, это мучнистый червец. Это самка мучнистого червеца. Скорее всего, она сидит неподвижно. Но плодовитость этой самки невероятная. Так, я его раздавлю, чтобы мы его не потеряли. Там еще что-то есть. Еще один крохотный червец. Мучнистый червец потому и называется мучнистым. Он сверху как будто бы посыпан мукой и белого цвета. А если его перевернуть, брюшко у него серенькое. И вот второго, которого мы вытащили, наверное, сразу придавили немножко, он кажется сереньким. Но придавливаю сразу обоих.
Можно выбрать механическим путем. Это самки весьма плодовиты и малоподвижны. А вот мелкие, если есть здесь мучнистые червецы, вот они бегают по ночам и оставляют вот эти липкие следы. Что же нужно еще сделать? Взять простую ватную палочку, немного ее намочить, раздавить ее пинцетом, чтобы получилась узкая часть ватной палочки. И вот этой узкой частью протереть по возможности то место, где вы увидели мучнистого червеца. Можно немножко вытянуть ее, чтобы попасть поглубже. Тут же главное листик не сломать. На данный момент мы все убрали. Но мучнистый червец коварен тем, что, может быть, мы что-то там и не смогли удалить. Поэтому ставим растение на карантин, и если у вас нет химикатов, каждые 2-3 дня его обязательно осматриваем. Он обязательно куда-нибудь вылезет на листик, этот мучнистый червец, или вот так будет сидеть в пазухе. Прекрасно они убираются механическим путем, но если у вас большая коллекция и есть возможность купить вот такой препарат, как Актара, конечно, его используйте. Но использовать Актару нужно трижды. По инструкции Актара разводится 4 грамма на 5 литров. Но иногда это бывает так много, а отмерить меньшее количество сложно. На литр нужно развести Актары 1/4 чайной ложки. Если вы сделаете чуть больше или чуть меньше, в этом нет ничего страшного. Но Актарой нужно напоить корни. А вот я вам и не смогу показать. Во-первых, корней у этой орхидеи нет, и поить мне здесь нечего. Поэтому я буду с ним бороться механическим путем. Следующая обработка. Увеличение дозы в 2 раза. То есть, если вы брали полграмма, в 1/4 части ложки, это примерно полграмма будет. В следующий раз берете 1 грамм Актары, это половинка чайной ложечки. И третья обработка, это чайная ложка Актары на литр воды. Именно на литр. Потому что, ну что здесь, 5 литров разводить вот для этого? Конечно, это очень много. Обработка с разницей в 5-7 дней. Когда вы первый раз начинаете поить корни Актары, корни должны быть высушены, и грунт должен быть сухой. Но так как у меня у этой орхидеи корней нет, мне Актарой и обрабатывать нечего, а опрыскивать мучнистого червеца Актарой бесполезно, потому что с него, как с гуся, вода. Все скатывается, он поэтому мучнистый червец, как будто бы обсыпан мукой. Но при этом, даже при наличии мучнистого червеца и без корней, эта орхидея начала растить маленький листочек. Да, когда там сидит мучнистый червец, он выпивает соки из орхидеи, он ее грызет. Поэтому, видите, листик маленький, с маленькими беленькими покусами. Но я думаю, что мы благополучно избавимся от этого мучнистого червеца механическим путем. И листик дальше начнет расти молодой, здоровый и красивый. Обязательно покажу вам и те орхидеи, которые совсем-совсем в плачевном состоянии. Там тоже есть успехи. Следите за каналом. Не забывайте, что мои видео на канале выходят вторник, четверг, субботу и воскресенье. И если вам по каким-то причинам не пришло оповещение, то смотрите видео именно в эти дни недели. До новых встреч, друзья!
Увидимся на канале.